Парни, всем привет! И сегодня такой необычный формат видеоролика. Записываю его с колес, потому что катастрофически не успеваю, не хватает времени. Я даже не уверен, что я успею выпустить в этом году, поэтому если вдруг ролик выйдет в 2024, всех с наступившим или наступающим Новым годом. И сейчас будет прям вот совсем для новичков. Если вы уже продвинутый хоббист, да, и как бы FPV-шник, поэтому смело переключайтесь на другой канал и можете посмотреть что-нибудь поинтереснее. А сегодня я хотел поговорить о защите электронных компонентов коптера от влаги в зимний период. Стоит ли герметить электронные компоненты коптера или нет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. В этом видео мы также попробуем разобраться, как лучше герметизировать электронные компоненты, такие как полетный контроллер, регулятор. И рассмотрим три основные цифровые видеосистемы. Это DJI O3, Vista и Valksnail. Тоже попробуем загерметизировать. Небольшой спойлер. Все позже сказанное лишь мое субъективное мнение, основанное на моем личном опыте. И я никому ни в коем случае не хочу его навязывать. Поехали! Для начала давайте вспомним школьный курс физики и ответим на некоторые вопросы. Ну, в первую очередь, вода – это проводник или нет? И как вода вообще проводит электрический ток? Да никак. Чистая дистиллированная вода H2O не является проводником. Однако обычная вода очень хорошо растворяет различные вещества. Поэтому в ее состав практически всегда входят соли, щелочи и иные примеси. Это означает, что в ней есть свободные положительно и отрицательно заряженные ионы, которые в свою очередь могут создавать электрический ток. Итак, мы вспомнили, что вода по своей сути не является проводником, а вода начинает проводить ток только в том случае, если в ней, например, растворить соль. Тогда эта субстанция называется электролитом. А снег является проводником? Вот как вы думаете? Нет, снег на самом деле не проводит электричество из-за своей структуры. Снег состоит из кристаллов льда, а лед плохой проводник электричества. Проводимость льда низкая, поскольку молекулы воды заключены в кристаллическую решетку, которая препятствует движению зарядов. Однако, если снег смешать с солью или другими примесями, это может увеличить его проводимость. Каждая снежинка или капля воды при падении собирает на себя примеси, которые содержатся в воздухе. И чем воздух грязнее, тем больше примесей соберет снежинка или капля воды, и тем больше влага, которая оседает на нашу поверхность Земли, будет проводить ток. Так, хорошо, идем дальше. Талая вода – это проводник. Как мы уже разбирали, в простой воде проводником являются соли и примеси. Считается, что талая вода после природной очистки не проводит ток или почти не проводит, но это только в том случае, если талая вода образовалась в идеальных условиях, в идеальных природных условиях, например, далеко от объектов человеческой деятельности, где-нибудь в горах, в Гималаях. Тогда там можно считать, что с неба выпадает практически дистиллированная вода, которая является диэлектриком, и там, в принципе, можно летать в теории, да, на незагермеченных коптерах. Какая же влага наиболее опасна для электроники? Ну, в первую очередь, это морская вода. Морская вода содержит огромное количество соли и 100% является смертельным составом для вашего коптера. Если вы упадете в морскую воду, то практически в 100% случаев вы лишаетесь своего коптера. Водопроводная вода содержит много разнообразных примесей и также, в принципе, является проводником и прекрасно сожжет ваш коптер за милую душу. И природная вода вблизи городов, потому что в городах любят очень много сыпать реагентов. В городах очень много в воздухе вредных примесей, которые оседают на снежинки или на капельки воды. И, в общем-то, делают из воды электролит. Что же делать, если вы все-таки грохнулись в сугроб и неважно, загерметизирован ваш коптер или нет? Ну, в первую очередь, как можно быстрее выключить моторы. Второе. Найти коптер и отключить аккумулятор. Третье. Если температура
достаточно низкая, ну, я считаю, что это вот минус 5 и больше, нужно постараться максимально вытряхнуть снег из коптера. Если вы упали в сугроб около нуля, то, в принципе, там снег мокрый и, в общем-то, прям вот совсем вот не удастся все это вытряхнуть. Просто при отрицательной температуре были случаи, когда люди падали в сугроб, отряхали, выдували и летели дальше, и все окей. Но это в том случае, если коптер загерметизирован. Четвертое. Значит, вынули из сугроба, стряхнули снег. Четвертое. Обязательно нужно просушить коптер на батарее или феном. Не паяльным феном и не строительным. А некоторые после этой процедуры кладут на какое-то время коптер в силикагель. Но это в том случае, если у вас имеется достаточно большое количество силикагеля, и вы можете засыпать его целиком. Ну и, соответственно, держать коптер необходимо в теплом помещении. Пятое. Лучше в течение суток не подключать к коптеру аккумуляторную батарею, так как влага может попасть в скрытые полости. Только в этом случае можно сберечь электронные компоненты вашего аппарата. А если же вы упали в лужу или, не дай бог, там в открытый водоем, ну тут уже как бы попадание жидкой воды на электронные компоненты вашего коптера повышает риск повреждения электроники. Поэтому тут уж как бы конкретная лотерея. А вот и главный вопрос нашей викторины. Герметизировать или не герметизировать электронные компоненты коптера? Однозначно герметизировать. Я рекомендую выполнять данную процедуру, но без фанатизма. Как ни странно, за 10 лет моей хоббийной жизни из-за влаги я теряла коптер, ну, только несколько раз. Один раз я конкретно угодил в сточную канаву, и там у меня на самом деле целая история. Вот здесь сейчас будет ссылочка, можете посмотреть, как я его вылавливал. Но даже в этом случае мне удалось сохранить некоторые компоненты и потом в дальнейшем их использовать. В этом случае у меня был коптер загерметизирован. И один раз я потерял полетник, когда я свалился в сугроб. Тут уже он у меня просто был не загерметизирован. Это был на Крукс-3, по-моему, в прошлом году. Мне просто было в ломы заниматься герметизацией, я решил полетать, и, в общем, результат налицо. Парни, какие рекомендации по герметизации я могу вам лично предложить от себя? Ну, в первую очередь, гидроизолирующий слой лучше наносить на контактные площадки и ножки микросхем. Не рекомендую наносить герметик на корпуса микросхем. Во-первых, это препятствует охлаждению. Во-вторых, некоторые микросхемы, такие как барометр, это такая микросхема с отверстием, сейчас вот будет здесь картинка, как она выглядит. Барометр вообще нельзя покрывать чем-либо, так как это может привести к некорректной работе сенсора. Также не стоит покрывать гидроизоляцией очевидные элементы платы. Это кнопки, контактные ножки разъемов и плату курсовой камеры со стороны сенсора. Да-да, некоторые, бывает, в общем-то, сенсор красит гидроизоляцией, а потом удивляется, почему у них, в общем, камера перестала показывать. Лучше использовать такую химию для гидроизоляции, которую можно потом легко удалить, например, клей B7000. Это универсальный компонент, он очень легко потом снимается пинцетом. А сейчас давайте разберемся, нужно ли герметить цифровые видеомодули, которые у нас уже находятся в корпусах. А если нужно, то как это лучше сделать? Сейчас мы пойдем домой и попробуем провести процедуру герметизации на DJI O3, на Висте и на Valksnail. Гидроизоляцию Висты я бы рекомендовал вам начать с курсовой камеры. Это у меня на самом деле Runcam Link. Здесь используется у меня камера от Runcam, это Runcam Phoenix. И для того, чтобы прогерметизировать, нам необходимо вскрыть крышку. Что-то фокус пропал куда-то. Откручиваем, у меня в данном случае здесь 2 винта, у вас может быть 4. Откручиваем заднюю крышку. Аккуратненько снимаем ее. И здесь у нас находится шлейф, который мы должны будем отсоединить. Просто приподняв вот здесь вот по углам, шлейф аккуратно отходит. Здесь, я считаю, клей надо нанести вот таким вот образом на ножки микросхемы.
Ребят, ни в коем случае не попадите вот в этот вот разъем. Смотрите очень внимательно. Можно также немножечко загерметить вот эти вот элементы аккуратненько. Но опять же, на клей сильно не давить. Все, вполне достаточно. Вот таким вот образом. А теперь давайте посмотрим на саму Висту. Цифровой модуль у нас состоит из двух плат, из двух половинок, соединенных между собой шлейфом, который располагается у нас вот здесь, вот между, соответственно, вот этими вот двумя составными частями. Шлейф с одной стороны у нас подключается сюда, с другой стороны он подключается сюда. Снизу у нас находится плата, которая обрабатывает видео, поступающее с цифровой, вернее, с курсовой камеры. А сверху у нас находится видеопередатчик. Здесь же у нас находится Type-C разъем, который мы можем защитить вот такой вот замечательной штукой, силиконовой вставочкой. Устанавливаем сюда и, в принципе, все. Type-C разъем у нас защищен от влаги. Значит, каким образом здесь можно загерметить? В первую очередь я бы рекомендовал вам загерметизировать силовые контакты, то есть то, что у нас, то место, где у нас запитывается сама Vista. Ну и, соответственно, вот эти вот пятаки, здесь у нас подключается UART, RX-TX, и, возможно, кто-то использует вот эти вот еще контакты. Здесь у нас земля и S-Bus разъем. На корпусе Vista достаточно много радиаторов, и это на самом деле хорошо, потому что радиаторы приклеены к самой плате специальной термопастой. Вот здесь вот даже видно, она голубого цвета, и, в общем, местами она здесь вылезает почему-то, странно, хотя, я не знаю, она вроде как не должна вылезать. А Висту я эту не разбирал. Отклеивать эти радиаторы я вам не рекомендую, а можно, в принципе, промазать вот здесь вот, где сам радиатор примыкает к плате, по всему периметру клеем. Хотя я считаю, в принципе, это достаточно избыточная мера, и, в общем-то, она, наверное, скорее всего, не нужна, потому что если вы с Вистой упадете в сугроб, да, вода сюда вряд ли под радиатор попадет. Вот если вы с Вистой нырнете куда-нибудь, да, то может быть, в общем-то, и попасть. Не мешает, в принципе, нанести клей вот сюда, вот на эту часть. Вот, и вот также вот на эту часть. Опять же, здесь надо быть аккуратным и не попасть на кнопку, потому что если вы заклеите кнопку, то, в общем, у вас будут проблемы потом с биндом. Не рекомендую наносить клей вот на этот участок. Вот, ну, если вы, правда, очень хотите, можно при желании здесь вот так вот все залить, но это в том случае, если вы не собираетесь в ближайшее время отсоединять шлейф. Вот. Я же, в принципе, буду герметить таким вот образом. Я нанесу герметик только вот сюда. И чуть-чуть вот с этой стороны. Все, герметизация Висты в моем исполнении закончена. Модуль от Walksnail. Здесь на самом деле еще проще. Курсовую камеру я вообще никаким образом не рекомендую трогать, потому что здесь шлейф у нас имеет такой специальный гермовод резиновый. И камера достаточно герметична для использования в зимних условиях. То есть если вы упадете этой камерой в сугроб, и потом быстро все обесточите и высушите, ничего страшного с ней не случится. Что касается самого модуля, модуль также мощно закрыт радиаторами. Электроника, я имею в виду, и микросхемы, все у нас под радиаторами. Здесь у нас все приклеено на какой-то клей. Оторвать я их не смог и не стал даже пытаться. Единственное место, где бы я все-таки, наверное, нанес какой-то слой, это вот эти вот промежутки, да. С одной стороны у нас подключается питание, с другой стороны у нас подключается USB разъем для того, чтобы получить доступ к файлам на данном устройстве. И поэтому я просто вот так вот сделаю, без заморочек. Сделаю здесь так вот заливочку. И сделаю вот здесь заливочку. Также не будет лишним нанести слой герметика вот сюда вот,
и закрыть здесь полностью все герметиком. А также вот здесь вот. Вот с этой стороны у нас находится светодиод. Его, в принципе, можно тоже на него капнуть немножечко клея. Вот с этой стороны находится какой-то диагностический разъем. Его, в принципе, можно тоже закрыть. Все, герметизация Walksnail завершена. А сейчас самое интересное, самый дорогой цифровой видеолинк DJI O3 Air Unit. Как же его уберечь от влаги? На каком-то ресурсе в интернете, я уже сейчас не помню, я видал рекомендацию по герметизации DJI O3. Если честно, немножечко прифигел, потому что ну, там ребята просто нереально заморочились. И те рекомендации, которые там указаны, ну, в общем-то, даже с прямыми руками делать, мне кажется, очень опасно. Там, значит, что касается курсовой камеры, значит, там рекомендуют нанести, ну это самое безобидное, вот сейчас я вам говорю, там мне рекомендуют нанести, значит, защитный слой вот на этот вот шов, ну по всему периметру, да, и вот на край линзы, потому что вот здесь вот у нас действительно есть дыра, и туда попадание влаги очень-очень даже вероятно. Здесь бы я, наверное, согласился, что вот здесь все-таки, наверное, нужно загерметить, но я бы все равно, наверное, вот для себя не стал бы это делать, потому что я видал случаи, когда люди падали с данной цифровой системой в снег, причем мокрый, и коптер там лежал достаточно долго в этом снегу, порядка суток, вот, и ничего, в общем, курсовой камере не было, то есть курсовая камера как работала, так и работает. Но если вы перестраховщик и у вас прямые руки, можно нанести тоненький слой B7000 вот сюда. Но я, если честно, делать это не буду. Что касается самого цифрового юнита, да, он так же, как и Vista, состоит из двух частей. Одна часть у нас, которая обрабатывает видео с цифровой вот этой вот курсовой камеры, а другая часть, другая плата установлена сверху. Здесь у нас располагается видеопередатчик. Для того, чтобы понять сейчас, о чем пойдет речь, я его разберу. Вот, и если честно, ребят, это, наверное, самый горячий модуль, который я в своей как бы хоббийной жизни встречал. А теперь вот внимание, я специально разобрал юнит на две половинки для того, чтобы показать вам, почему, по моему мнению, не стоит сюда лезть. Ну, во-первых, значит, цена самого модуля сейчас где-то приблизительно 20-очка, и если вы хотите попасть на данную сумму, то, в общем-то, welcome, да. Во-вторых, модуль достаточно горячий, я уже говорил, и дополнительная герметизация приведет лишь к дополнительному нагреву компонентов платы. Если мы вот так вот раскроем, да, две половинки, то увидим, что там у нас есть, конечно, плохо видно, да, но там он есть достаточно хрупкий шлейф, который можно очень просто сломать, повредить. На платах, вот на этих двух, нет открытых микросхем, открытых элементов. То есть все платы покрыты специальным таким вот изолирующим кожухом, который вот в рекомендациях вот в этих вот рекомендуют покрыть по краям. То есть вот если вот здесь вот вы видите, да, кожух вот он здесь вот присутствует. То есть рекомендуется загерметить по краю вот этого вот металлического экрана, да, или как его назвать еще, кожуха, на одной плате и на второй плате. И на этом, в общем-то, герметизация заканчивается. С моей точки зрения, это делать, в принципе, не нужно. И даже, наверное, как бы, ну, так сказать, вот эта превентивная мера, она может привести к тому, что, в общем-то, вы свою О3, еще даже не уронив сугроб, в общем, даже, скажем так, похороните. Поэтому я считаю, что, я даже, наверное, убежден в этом, что модулю 3 достаточно защитить следующим образом. Поставить вот здесь силиконовую заглушку. Вот. Здесь у нас есть слот SD-карты. По-любому вы его никаким образом
не защитите, да, вода сюда по-любому будет попадать, какая-то влага, если вы, например, нырнете непосредственно прямо вот в лужу, в речку или еще в какой-то водоем. Вот. Также вот здесь вот есть вентиляционные отверстия, которые вы тоже не загерметите. И, в общем, потуги какие-то делать бесполезно, я думаю, поэтому тут уж либо пан, либо пропал. Поэтому мое мнение такое. Может быть, можно каплю герметика капнуть вот на этот вот разъем сверху. Но это вот, скажем так, для успокоения души. То есть вот, ну вот вроде как бы что-то капнул, да, присрал, загерметил. А так на самом деле сюда лезть, ребята, наверное, не стоит. И еще раз я хотел бы сакцентировать вот этот вот момент защиты курсовой камеры. То есть вместо того, чтобы вот там проклеивать ее по периметру клеем и сюда вот лепить тоже клей, да, вот на эту вот часть по контуру, я бы, наверное, все-таки рекомендовал использовать вот такие вот фильтры. Это ND-фильтр, но есть и обычный вот ультрафиолетовый, можно купить, он прозрачный. И он прекрасно вот сюда садится, вот таким вот образом, да. И, как видите, ну, основную роль, да, свою, то есть защитную, он выполняет. То есть снег, если мы влетаем в сугроб, снег сюда уже не попадет. Ну, если, соответственно, вы куда-то там нырнули, да, конечно, это вот не спасет. Но для снега, для защиты от снега это самое оно. А летая зимой или над водой, вы должны осознавать реальный риск повреждения электронных компонентов и четко представлять свои возможности, в том числе финансовые, по восстановлению коптера. Все очень сильно зависит от ваших навыков и умений, от вашего скилла. Если вы новичок, но очень хочется летать зимой, будьте уверены, что вы абсолютно точно грохнетесь в сугроб. Мой совет: не нужно после этого доставать коптер, вытряхивать его и, собственно, опять приниматься за старое и летать. В этом случае, и неважно, загерметизирован у вас коптер или нет, в этом случае вы будете вновь и вновь падать в снег, что может привести, собственно, к выходу из строя вашего любимого летательного аппарата. Все, ребят, на этом всем большое спасибо. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всех с наступающим или наступившим 2024 годом. Желаю всем отличного FPV сезона в 2024 году. Пока.